Я всех приветствую, друзья, на канале. Итак, в этом видео речь пойдет о новой видеокарте, новинка RTX 4060, и это просто 4060 без приставочки Ti или Titanium. Буквально месяц назад я снимал обзор на 4060 Ti, и вот Nvidia решила сделать еще меньше ценник на 4000 серию и выпустили 4060 обычную. Итак, первое, чем отличается новая версия обычная 4060 от 4060 Ti, это меньше терафлопса на 30%, меньше RT ядер и тензорных ядер тоже на минус 30%. Короче, название этой карты, я думаю, должно было звучать как 4060 Ti минус 30%, но при этом цена, я отмечу, существенно ниже. И если 4060 Ti стоит одного бренда, например, MSI, в среднем, скажем, 49 тысяч рублей за 4060 Ti, то обычная 4060, точно такая же модель Gaming X, стоит уже 37 тысяч. И это уже, внимание, на 12 тысяч дешевле. Это просто существенная разница. И тут уже, знаете, забываешь про все эти минус 30%, так что да, цена действительно решает. Для кого-то, скажем так, 12 тысяч это очень важная цифра, и можно закинуть эти 12, например, в процессор и взять более мощный или поставить, например, памяти в 2 раза больше. Ну, короче, вы поняли, о чем речь. В общем, я стану тестировать в этом видео модель сразу на 2 компьютерах. Это интересно, я не хочу просто, знаете, поставить 4060 в супер мощный комп за 250 тысяч там с i9 13900, что показать, мол, смотрите, какая же мощная видеокарта, берите, не думая сразу. Нет, мы поставим 4060 и в очень простую сборочку за 20 тысяч рублей или 250 долларов, в которой стоит, кстати, 6-летней давности i7 17, то есть i7 7720 и 8 оперативы, что очень важно, чтобы понять, насколько сильно мы теряем от мощности именно видеокарты, именно из-за сборочки. И поверьте мне, результат вас очень сильно удивит, причем в обратную сторону. Но сперва немножко давайте полезной информации для зрителей и очень при этом актуальной информации в наше время. Друзья, и раз уж мы коснулись темы игр, то своим зрителям я хочу рассказать о сервисе для геймеров Ice Games. Это многофункциональный сервис, в котором вы можете купить лицензионные ключи топовых игр по лучшим ценам. На сайте постоянно выкладывает новинки, поэтому я стабильно слежу за вкладкой «Оплата без комиссии». Ведь именно в этом разделе можно купить такие хиты, как Days Gone, God of War, RDR 2 часть, Cyberpunk, Один из нас, и также новинки Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake и еще множество хитов, которые просто нет времени озвучивать. Например, The Last of Us новинку я купил именно через Ice Games, причем по хорошей цене. Также хочу сказать, что если вы не нашли желаемых игр, то вы можете их найти и купить через Steam, просто пополнив кошелек через Ice Games. Это делается очень быстро, без геморроя с WebMoney и его верификации, без риска блокировок карты Kiwi, а также без скрытой комиссии. Просто вбиваем карточку, указываем аккаунт и все, денежка приходит на ваш кошелек. Есть удобная оплата через СБП, сервис работает 24/7, пополнение за 1 минуту от 100 рублей, низкая комиссия при этом и быстрая техподдержка. У меня были вопросы насчет аккаунта моего турецкого, я написал в техподдержку и ребята ответили за 2 минуты на почту. Ну а если у вас русский аккаунт или там, не знаю, казахский, то и с этим вопросом Ice Games нас выручает. Просто переходите на страницу, например, казахское пополнение, и делайте все то же самое, что и на всех остальных кошельках. А еще что круто, что у ребят можно купить подписку на Xbox и также игровые валюты для Apex Legends, Fortnite, Roblox, FIFA 23, GTA Online и так далее. Плюс на сайте есть еще интересный блог с полезным и разнообразным контентом. А специально для своих подписчиков мы делаем бонус и снижаем комиссию на пополнение российских аккаунтов Steam до конца августа. Ссылку смотрите в описании. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, друзья, за счет простого оформления RTX 4060 именно в этом исполнении от MSI мы имеем довольно, такой, скажем, стандартный вид с одной стороны, и в то же время у нас две очень большие вертушки, крупные, также металлический бэкплейт, и это самое важное. Такой системы охлаждения будет просто в избытке, я уверен, потому что видяха съедает смешные, на секундочку, 115 Вт, это максимум, и тут вообще хватило бы даже просто одного кулера. Что касается питания видеокарты, то данная модель использует классический разъем 8 пин. Можно подключить буквально любой питальник, хотя бы на 400-450 Вт нормально, не самый дешевый. Также стоит озвучить и размеры данной видеокарты, и она составляет там длиной, по-моему, 24-25 сантиметров. Таким образом, эта видеокарта влезет даже в корпус в микроформате, в абсолютно любой. Собственно, именно в таком бюджетном корпусе я и буду тестировать эту видяху. Обзор на эту сборочку я снимал недавно на канале.
канале, и там реально очень маленький корпус, но видяха все равно влезла без проблем. Еще раз напомню, что в этом компьютере стоит старенький i7 7700 и всего 8 оперативы в двухканале на частоте 2400, и это по меркам нашего времени в 2025 это очень простой и скромный компьютер. Но вот вторая сборочка значительно более современная, я тоже снимал об этом монстре видео, и там уже стоит супермощный i9 13900 за 50 тысяч. Да, именно только один процессор стоит 50 тысяч, так что вот такие вот делишки. Вернемся с вами к теме нашего видео. Итак, давайте, дружочки, с вами протестируем 4060 сперва именно в слабом бюджетном ПК 6-летней давности, и начнем сразу с козырей, именно с Киберпанка на Ultra Full HD, при этом с включенным DLSS баланс и с включенной, внимание, трассировкой лучей. И знаете, я честно думал, что сейчас мы получим прям, с большой натяжкой, там 50-60 кадров. И что я хочу вам сказать, друзья, проц i7 7700 на 4 ядра 8 потоков все еще очень даже живой, хотя ему, еще раз напомню, 6 лет, и он все еще весьма заряженный на успех, и почти на 90-95% загружена видеокарта. Да, местами есть небольшие статоры, это скорее всего из-за того, что в компе стоит 8 оперативы, а не 16, но все равно на секундочку на ультра настройках с лучами у нас 90, 100, 110 кадров без проблем. Опять-таки, очень важный момент, стоит уточнить, эти 100-110 кадров это именно за счет DLSS 3 версии, что имеют только видеокарты 4000 серии. И вот именно построение кадров, или как еще называется, генерация кадров через DLSS и дает такой приличный прирост. Именно только за счет этого, на мое личное усмотрение, и стоит покупать, то есть рассматривать 4060 как отличную замену прошлой 3060 или 3060 Ti, потому что 3060 и 3060 Ti с такими же настройками без построения кадров DLSS выдают 45-50 FPS, но точно, знаете, не 100-110. Так что имеем, друзья. А теперь давайте эту же видеокарту вытащим из бюджетного ПК и поставим в мощную печку за 240 тысяч с процессором i9 13900. И тут меня, друзья, ждал с одной стороны неприятный сюрприз и с иной стороны, напротив, приятный, потому что, знаете, 4060 в мощном компьютере показала себя очень странно, точнее даже не сама 4060, если так выразиться, а именно компьютер, потому что, во-первых, он выдает почти столько же кадров, хотя имеет значительно более мощный проц, а во-вторых, из-за того, что у нас мини-корпус с плотно закрытым стеклом в области видеокарты, стало очень жарко именно в видяхе, и она подняла свою температуру до 84-85, хотя в прошлом тесте вы сами видели, в обычном корпусе была температура не больше 60 с копейками. Однозначно ни в коем случае не ставьте стекло вплотную именно перед видеокартой в мини-корпусах, иначе будет очень жарко. Лучше так просто не делать и поставить обычную, не знаю, там прозрачную сетку, иначе получите температуры высокие. Что насчет одинаковых показателей фреймрейта, то я еще раз внимательно проверил все настройки, чтобы не было ошибок. И да, все те же самые Ultra Full HD с построением кадров DLSS плюс включенная трассировка и DLSS в режиме баланса. Все это нам дает 90-100 кадров. Короче, я вообще не понял, в чем прикол, но старый i7 на 4 ядра 8 потоков выдал больше, чем проц за 50 тысяч. Это просто что-то очень странное. Видимо, все упирается именно в видеокарту с такими настройками. Хотя мне казалось, что проц в данной ситуации просто зарешает. Единственное подозрение это то, что в этом мощном ПК еще стоит одна плашка на 16 в одноканале. И возможно она тоже повлияла на фреймрейт. В общем-то, вот такие пирожки, друзья. Окей, идем далее. Сейчас тоже проверим не менее требовательный проект. Это третий Ведьмак с обновленным 13-м, то есть 12-м директом и трассировкой лучей. В этом обновлении тоже имеется поддержка генерации кадров DLSS 3.0, и это прям я обязательно включаю сразу потому, что это сильно прибавляет в кадрах. И на слабом компьютере за 20 тысяч на запредельных Full HD с трассировкой и DLSS баланс мы получаем от 60 до 80 кадров, причем нормальный 60-80, но ультра и видяха при этом загружена на 100%. В этом плане все просто отлично. А вот в мощном ПК с 13900, кстати, в этот раз чуть лучше ситуация, буквально больше FPS, ну примерно там на плюс 5, возможно плюс 8 кадров. Так что да, отчасти все упирается в нашем случае именно в видеокарту. И будь у вас в данном случае i7 и современный i9, все равно на ультра настройках с лучами все ложится на плечи именно видеокарты, и уже от нее
нее, только от нее зависит количество FPS. Следуя из этих данных, можно сказать, что RTX 4060 просто идеально подходит для людей с компьютерами вроде i3 12100F или там, скажем, i5 10400F или, например, Ryzen 5 3600. Все эти процессоры на 4, на 6 ядер сумеют выдать на 4060 предельную ее мощность. Самое важное, чтобы было хотя бы внутри 16 оператив в двухканале, и это будет просто отлично. Не знаю, мне лично вот честно, прям если прям абсолютно честно, мне нравится 4060 именно с учетом того, что у нее есть DLSS 3 версии и что умеет она делать построение кадров, и поэтому все современные проекты она тянет на Ultra Full HD без проблем. Можно даже ставить 2К. Я знаю, что есть зрители, которые, ну, честно, недолюбливают 4060 и 4060 там именно потому, что шина, именно потому, что память, там и битность, все это я знаю, но все равно за 35-37 тысяч это сегодня очень интересная видяха именно под современные проекты с DLSS 3.0. На своем живом примере я вам показал, что даже старенький ПК на процессоре 6-летней давности может спокойно потянуть все на ультра 4060. Какие еще вам нужны доказательства? Вот и все, что нужно было мне показать в этом видео. На этом, друзья, у меня все. Я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, там подписку делайте. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем еще раз не болеть и до встречи на канале. Пока-пока.